Тело, вес которого 0,49 ньютонов, под действием горизонтальной силы начинает двигаться равноускоренно и, пройдя 50 сантиметров, приобретает скорость 0,72 км в час. Определите силу, действующую на тело. Есть тело, вес которого 0,49 ньютона. На него действует какая-то сила, и он, пройдя равноускоренно расстояние с равно 50 сантиметров, приобретает скорость в 0,72 км в час. Нужно определить силу, которая действует на это тело. Так у нас есть тело, вес которого 0,49 ньютонов, на него действует какая-то сила, и он, пройдя расстояние 50 сантиметров, приобретает скорость вот эту v равно 0,72 км в час. Тело двигается равноускоренно. Значит, здесь существует ускорение, которое нам будет необходимо для того, чтобы определить силу F. Согласно второго закона Ньютона, F равно масса тела умножить на ускорение. Массу тела мы просто находим, поскольку P равно mg, масса будет равна P, деленное на G. Теперь нам осталось найти ускорение. Придется нам вернуться к формулам, которые определяют равноускоренное движение тела. S равно V нулевое T плюс 1/2 АТ квадрат. Здесь V нулевое, если равно нулю, но в данном случае и А, и T неизвестно. Известна только конечная скорость. Но с другой стороны мы знаем, что ускорение это V конечное минус V начальное делить на T. На время изменения этой скорости. И если мы отсюда выразим t равно v конечное минус v начальное делить на a, и подставим его в это выражение, получаем вот такую формулу. S равно, она известна, но просто еще раз скажем, откуда она взялась. Будет v конечное в квадрате минус v начальное в квадрате делить на 2a. V конечное нам известно. V начальное у нас равно нулю, потому что начинает двигаться равноускоренно. Можем сказать о том, что v начальное равно нулю. Тогда s будет равно v конечное в квадрате делить на 2. Что такое v конечное? Это наша скорость v конечная. 0,72 км в час. Несистемные числа километры в час. Давайте превратим их в метры в секунду, чтобы нам легче было посчитать. v равно 0,72 км в час. Будем работать с этими значениями вроде как с дробями. Итак, 0,72. Что такое километр? Километр это 1000 метров. Умножить на 1000 метров и разделить на сколько? На 3600. Чего? Секунд. Это можно сократить, и это можно сократить. Здесь можно умножить. Будет 7,2 метра, что делится на 36 секунд. Будет 0,2 метра за секунду. Скорость в конечном итоге вот здесь будет 0,2 метра за секунду. Зная эту скорость, мы можем узнать теперь, чему равно ускорение. Если ускорение мы отсюда подставляем а равно v квадрат, сразу делить на 2s, то подставив его, естественно, в эту формулу, значение массы и значение ускорения, мы получим эту силу, которая будет действовать на это тело. F равно. Силы трения здесь нет. Не указана сила трения, поэтому ее просто игнорируем. F равно масса P делить на G, то множится на ускорение v квадрат делить на 2s. Вот теперь сюда можно подставлять какие-то значения и получить силу. F равно P это 0,49 ньютона делить на G на 9,8 метра за секунду в квадрате. Множится. V квадрат это что у нас будет? 0,2 метра квадрата на секунду в квадрате. Будет 0,04. Здесь метры квадратные на секунды в квадрате. И делится на что? На 2s. 2. S у нас в сантиметрах. Тоже переведем его в метры. 50, что множится на метры 100. Итак, давайте со всеми этими значениями разберемся. То есть будет 0,49 ньютонов. Делится на 9,8. Здесь метры, а секунды в квадрате пойдут наверх. Вот они пошли. Вот с этой группой разобрали. Теперь разбираемся с этой группой. Множится на 0,04. Здесь у нас будут метры квадратные, а секунды в квадрате идут вниз. Множится на секунды в квадрате. И 50. 50, что множится на метры, а сотня у нас идет наверх. Теперь давайте посмотрим, что у нас здесь сокращается. Секунды в квадрате сокращаются. Это метры и эти метры дадут метры в квадрате. И они сокращаются с этими метрами. Вот мы их сократили. Ну и все остальное получается в ньютонах. 49 ньютонов на 0,04. 100 я перемножу на 49. И это будет в ньютонах. И делится 98, что множится на 5. Отсюда взяли 0, переставили сюда. Это можно сократить. Здесь будет двойка. И то получаем 2 на 10. Получаем 0,04 ньютона, что делится на 10. Еще двойку забыли здесь. На 2. И здесь тоже на 2 должно быть умножено, что множится на 2. Итак, получаем 0,04 ньютона, что делится на 20. Там получаем 0,002 ньютона. Либо 2 на 10 минус 3 ньютона. F равно 2 на 10 минус 3 ньютона. Из известной формулы равноускоренного движения, которая имеет в данном случае вот такой вид, получили ускорение и подставили ее в формулу. Второй закон Ньютона. Массу, естественно,
тоже определили. Все вместе определили вот основную формулу. И подставив сюда эти значения, единственное, что здесь пришлось провести преобразование. Сантиметры в метры. Как видим, аккуратненько сократилось, получили результат.